Добрый день! Вы на канале Travel with a Smile. И это 7-й заключительный фильм сериала «Дикая-дикая Африка», рассказывающим о нашем путешествии по наиболее отдаленным паркам. Оно длилось 10 дней. За это время мы посетили южноафриканскую и ботсванскую части парка Калагади и на 5 дней заехали в совершенно дикий парк Мабуа-Сехубе. О подробностях нашего путешествия в места без заборов, удобств, какого-либо сервиса и диких зверей мы рассказываем в нашем фильме. Перед вами обложки предыдущих серий. Ссылки в описании. Приглашаем посмотреть. А мы начинаем наш фильм о возвращении из дикой природы в цивилизацию и собираемся рассказать о событиях и встречах, поджидающих нас на этом пути. Напомним, что в начале путешествия у нас было с собой 180 литров дизеля, запас питьевой воды 150 литров, технической около 100. Все продукты с собой. Перед нами стояла задача рассчитать все запасы на время пребывания в парке и обратную дорогу. Пополнить их в парке не было никакой возможности. Мы могли полагаться только на себя, поэтому вели строгий учет километража и расхода топлива. На данный момент мы отлично справились с задачей. Топлива и продуктов осталось точно на обратный путь. Мы выехали из Мабуа, попрощались с Пенами. Наш путь сегодня лежит по Масамани Трейл, или он называется Wilderness Trail. Это дорога в одну сторону. Во второй части пути высокие дюны. И для того, чтобы не было столкновений во время подъема и спуска, встречный транспорт здесь запрещен. Ехать по ней можно машинами в количестве не менее 2, потому что дорога довольно опасная, глубокие пески, и нужно себя обязательно подстраховать партнерами. А дорога 160 километров. Где-то у нас будет дикий кемп, уже недалеко от Насоба. Так что сегодня едем по вот такой уникальной дороге. Первый раз, да? Да. Сейчас травы зреют уже, и семена очень легко опадают, и, соответственно, быстро забивают решетку радиатора. Нужно все время контролировать ситуацию, довольно опасно. Теперь мы понимаем, что это такое, что это не просто разговоры. О трагедии, случившейся в пустыне, когда из-за возгорания сухой травы под капотом автомобиля погибла вся семья, мы рассказываем в 3-й серии нашего фильма. К сожалению, путешественники пренебрегли главным правилом не менее 2 машин и решили преодолеть путь в одиночку. Их путешествие закончилось трагично, и сегодня сгоревший автомобиль – это печальное напоминание о том, что все правила прописаны опытом и не всегда удачным. Предусмотрительные хозяева заранее защищают радиаторы специальными сетками, хотя это помогает только частично. Все равно в пути нужно останавливаться и чистить решетку от сухой травы и семян. Все озабочены тем, что чистят свои радиаторы. Все забито, трава высокая. Мы подъезжаем к Масамани Пен. Боже, какой он белый, без единой травинки. А и вот тут животные. И они на этом пене жарятся на этом солнце ради соли. Они лижут соль, добывают ее, иногда даже копают. Он выкопал лорик. Ага. Антилопы перескакивают дорогу прямо перед автомобилем. Пока едем, Джордж нам очень много рассказывает интересного. Вот об этом дереве. Оно дает много для человека, для животных, и люди могут выживать, правильно используя корни для кофе, листья, богатые витаминами и протеином. И также из корней можно делать кашу. И температура в кроне этого дерева отличается до 15 градусов. Всегда под ним прохладно. Вот так в дороге проходит полдня, и мы решаем сделать остановку. Наша компания. White meat. Что это вы сделали, девушка? Бранч. Говорят бранч, значит будет бранч.
У нас сегодня омлет с сальмоном, с помидорами. Говорят, И безалкогольное пиво. да, говорят, можно за биткоины сальмон в Калахари продавать. Но мы Проверим. сами съедим. Я не скажу, что многие сильно кинулись платить, понимаешь? Мы не предлагали к продаже. Не было рекламной акции. Да. Хорошо подкрепившись и отдохнув, мы продолжаем путь. В комментариях вы спрашиваете, как нам удается так разнообразить меню в путешествии и трудно ли организовать полноценное питание в условиях, когда отсутствуют какие-либо условия. Делимся своими секретами. Вот так мы готовились к путешествию еще дома. Мы купили холодильник в этот раз, завтра-послезавтра мы выезжаем. Мы купили ящики для вещей специальные, герметичные, чтобы от пыли, грязи были защищены наши вещи, чтобы мы не мучились с чемоданами. Безалкогольное пиво, так как сейчас карантин и комендантский час, и запрещен алкоголь. Безалкогольное вино, опять же, начали производить по запросам потребителя. Ну и главное, в этот раз мы решили попробовать заморозить еду порционно. И чтобы меньше возиться и меньше продуктов ввести, чтобы уже прям сразу готовое. И вот сейчас фасую коробочки. Это тушеные овощи, разнообразное ассорти. Курочка уже в соусе в морозильнике. Еще в программе у нас капусточка с грибами и котлеты. Так что мы будем вооружены. Такая подготовка позволила сэкономить много времени и сил в путешествии. Если помните, мы даже устроили для наших друзей вечер украинской кухни. Уже 2:30. С 9 часов мы в дороге. Ну, проехали мы 120 километров. Итак, за 8 часов проезжаем 120 километров, то есть 15 километров в час. Такая скорость движения. Вот такая непростая дорога по дюнам пустыни Калахари. Никто не начинает подниматься на дюну, пока предыдущий не съедет и не скажет, что он уже съехал. Но и мужчины не были бы мужчинами, если бы упустили случай помериться водительским мастерством и силой двигателей автомобилей в покорении песчаных дюн. Посмотрите на это соревнование. Кажется, и дюна невысокая, а рыхлый песок и резкий поворот наверху создают серьезные сложности. Не все проходят это препятствие с первого раза. С Богом! Мы покорили дюну с 3-й попытки. А вы хотели бы себя попробовать? Напишите в комментарии. 10 часов пути, скоро закат. Пора подумать о ночлеге. И посмотрите, что за место мы выбрали. I have ever seen. It is very, very big. Very old bull, this one. Even the head, you can see it's very big head. Maybe died of old age. Lion. Well, there's been talked. You can see here as well. This was an old Madala. Very old Madala. Это рога Иланда и рога Орикса. Какие огромные. Джордж говорит, что это огромный старый бык. Вот, судя по тому, как выглядят рога, по размеру, по толщине. А это Орикс. Можно посмотреть, какие они острые. Острые. Этот кемп называют кемп черепов. Говорит, раз здесь 2 таких черепов, то значит лев любит сюда приходить, и это его ресторан. Ну вот в этом ресторане мы сегодня и остановимся на ночь. Да. Все в прекрасном настроении. Разжигаем костер, садимся вокруг и запускаем дрон.
Вспоминаем яркие моменты путешествия. Check line. Последняя ночь в дикой природе. Какой она будет? Две предыдущие были незабываемы. В 5 и 6 сериях мы рассказываем о наших ночных приключениях. Посмотрите. января. 21 года. 2021. И 7:42, все уже собрались, мы тоже частично переложились, едем. Пески Калахари. Эта часть очень сухая, и здесь довольно высокие и крутые дюны уже начались ближе к Насобу. Понимаем, почему эта дорога в одну сторону. Мы приближаемся к перекрестку. Направо поворот на Насоб, налево поворот на Мабуа парк. Той дорогой, которой мы 18 или 21 числа въезжали в парк. Наша славная команда. Все озабочены. Радиатор забит полностью, чтобы было понятно. Вот так забит радиатор семенами. Надо почистить обязательно. Дальше уже таких трав высоких не будет, да? Угу. И вот они, просторы Калахари. И вот такой вид. Практически хайвей. Летим. Дорога широкая, ровная. А не прошло и 5 минут. И вот мы опять видим русло реки Насоб. Сухое, конечно. Итак, мы проехали 790 километров. 795. Как и предполагали. Прямо дежавю. Опять эти ворота. Мы сделали петелечку, Саша. Да. Опять ковид. Опять маски, санитайзеры. О боже, зачем мы вернулись? А как приятно осознавать, что в любой момент можно заправить машину. Теперь уже по накатанной дороге едем от Насоба к выезду из парка Калагади Твира-Фирен. Вот едем мы, едем по парку, и кажется, никого уже нигде нет. А вот тут, вот в кустике, прямо перед дорогой, лежит чита. Вот она в тени лежит, отдыхает. Чита, в отличие от других кошек, львов и леопардов, дневной охотник. Охотится она в прохладное время суток. Она самая мелкая, но самая высокая и самая грациозная. Вот она чита, а вот здесь лежит ее трофей. В этом фильме мы не показали вам слонов, носорогов, баффало и других животных, которые не могут выживать в условиях пустыни и полупустыни. О них смотрите наши фильмы с сафари из Крюгер-парка. Приглашаем. Ссылки в описании. Пикник Land Cruiser Toyota, бушлапа. Мы перебрали немножко холодильник, почистили кое-что и сделали на перекус наш любимый салат фаджиоли. Вот так, оказывается, в пустыне, когда 40 градусов, такие салаты тоже вполне возможны. И что у нас сегодня на ланч подают? Безалкогольное пиво подают. Ну, мы прямо с тобой вот в законе, что Да, называется. мы такие вообще. Я так понимаю, салат еще и останется А мы сейчас посмотрим. на перекус. Но мы же не спешим. На фоне вот такого вида Насоб Ривер. Да, львы бы, конечно, для остроты салата не помешали бы, да. Здесь очень много людей остановилось. Ну и непременное условие, понимаете. Если южноафриканцы, значит, обязательно должен быть огонь, брай. Ну вот, люди жарят, смотря на жару. Подкрепились и едем дальше. Страусы.
И они вышли с нами попрощаться, видишь? Сауна. Пылевые ванны. И малыш тоже там повторяет. Учится, Мгм. учится. Мы выехали из парка. Спасибо. Пока-пока, до новых встреч. А теперь очень важное дело. Надо поднять давление в наших шинах. Помнится, я уже делала такое фото когда-то. Здесь оборудовано место, пожалуйста. Удобно. Подъезжают водители. Тут же рядом заправка. Ну а теперь на Аппингтон. Дорога на Аппингтон, сплошные дюны. Ничего, никаких заправок, 240 километров, никаких кафешек. Только оборудованные площадки для остановки через каждые 10 километров. А так дюны и асфальт. И синее небо. Добыча соли вот так происходит. Была вода, испарилась и получилось такое соленое озеро. Путешественник, как настроение? Ну вот он, Аппингтон. Город расположился на берегах Оранж-Ривер в пустыне Калахари. То скажем спасибо нашему домику, аж голос дрожит. Мы все перепаковали, переложили. Спасибо тебе, дружок, ты очень нам помог. И создал нам действительно праздник. Мы тебе очень благодарны. А что говорить? Как тебе путешествие? Хорошо. Тебе Хорошо. хочется продолжить? Можно не выезжать. Еще Не недельки. выезжать. Но 2 нет, не дотянем, конечно, по продуктам. Но некоторые, курицы а бегают. если перейдем? Курицы бегают, в конце концов, такие активные. Да, на Может, подножный вполне корм. А не, у нас там харчи еще сухпайку. Да о чем ты говоришь? У нас еще тут- дотянем. 2 дотянем. недели спокойно. А представляешь, а там маски, санитайзеры. Катастрофа. Как это я Катастрофа. буду маску одевать? Красоту такой. Ну, в общем, нам Портить. понравилось. Мы готовы еще поехать. Да. Мы набрались нового опыта. Да. Мы знаем, как его применить. Да. До встречи на дорогах, на Да. тропах. Пока-пока. Мы прощаемся с вами, друзья. Благодарим за то, что были с нами на протяжении всех 7 серий. Фильмы сделаны для вас, с любовью и позитивом. Те, кто впервые заглянул на наш канал, приглашаем подписаться. Вскоре выпуск нового сериала, не пропустите. А мы, как всегда, желаем всем мира и добра.